Друзья, 10 вещей, которые не стоит выбрасывать. Существует масса вещей, которые выбрасывать нельзя. Однако сейчас все меньше людей об этом задумываются и при проведении генеральной уборки выбрасывают все, что попадет им под руку. В этом видео, друзья, мы рассказываем о вещах, которые выбрасывать просто нельзя. И вообще раньше наши бабушки свято верили, поэтому найти какие-то ценные вещи на свалке было невозможно. Даже ненужные вещи, которые были частичкой конкретного периода жизни, просто хранились на чердаке. Однако сейчас многие люди живут в тесных квартирах, поэтому отдельную комнату под хлам ни у кого желания выделять просто нет. И, соответственно, большая часть вещей просто выбрасывается. Однако, друзья, существуют вещи, которые стоит хранить в любом случае или утилизировать их правильно. Просто так намусорнить, выносить их не стоит. Итак, друзья, список вещей, которые не стоит выбрасывать. Или вам нужно правильно их утилизировать. И это, друзья, фотографии. Знаете, что они хранят энергетику хозяина. С их помощью можно причинить какой-то вред. Фотографиями могут воспользоваться колдуны и маги и навести порчу или сглаз. Поэтому фото ни в коем случае не выбрасывается. Обычно их хранят в фотоальбомах или сжигают. Если фотографий немного, то сжигают дома на свече. Если их большое количество, то разводят костер в безлюдном месте. Причем сжигать необходимо не кусками, а полностью до образования пепла. После проведения манипуляций пепел растаптывают и уходят, не оглядываясь. Следующее, друзья, что нельзя выбрасывать, так это волосы и ногти. Знаете, что они содержат в себе энергетику людей, поэтому очень часто становятся способом причинить вам зло. Существует даже поверье, если пернатый заберет кусочек ногтя или волоска и совьет гнездо, то у владельца будут наблюдаться головные боли и общее недомогание. Следующее. Друзья, нельзя выбрасывать хлеб. Возникает вопрос, почему хлеб нельзя выбрасывать? Знаете, что еще с древних времен хлеб считался всему головой, поэтому ни в коем случае он не выбрасывался на свалку. Знаете, что раньше хлеб никто не покупал, а хозяюшки самостоятельно выпекали его в печи. И, соответственно, каждый кусочек был на счету. Поэтому рекомендуется хлеб не выбрасывать, а утилизировать другими способами. Если вы видите, что буханку не доедают, она потихоньку черствеет, то можно нарезать небольшими кусочками и приготовить сухари в духовке. Такое дополнение, например, к супу будет не лишним, и его даже обожают дети. Можно смолоть такой хлеб в крошку и панировать котлеты или другие мясные блюда. Но ни в коем случае хлеб не выбрасывается. По некоторым источникам хлеб ассоциируется с телом Христовым. Поэтому в мусорное ведро его ни в коем случае класть нельзя. Какие же вещи не стоит еще выбрасывать? В список вещей, которые нельзя выбрасывать, друзья, попали и часы. Считается, что они олицетворяют ход времени и течение жизни. Поэтому даже если они остановились, их не выбрасывают. Тогда возникает вопрос, зачем же хранить ненужные механизмы? Если вы не любите собирать хлам, то можете отнести такие предметы в мастерские, разобрать на детали, можно продать на запчасти. Следующую вещь, которую нельзя выбрасывать, это свадебное платье и фата. Считается, что эти вещи являются своеобразными символами счастливой супружеской жизни. Поэтому, если их выбросить, то можете накликать беду. У вас могут начаться трудности в финансовой сфере или разладиться отношения с супругом. Вообще считается, что подобные вещи нельзя продавать или передавать по наследству, потому как девушка может взять себе чужую судьбу. Поэтому даже если эти вещи хранятся в шкафу очень долго, не спешите выбрасывать, а лучше сохраните. Если ваш брак развалился, а вы развелись, то можете смело расставаться с этими вещами. Лучше всего их не просто выносить на мусорник и не рвать в клочья. Идеальным вариантом является именно сжигание. Если платье хорошо сохранилось, то его можно продать. Однако перед этим вам нужно провести своеобразную чистку. Друзья, ну а как утилизировать платье и фату? Напишите нам в комментариях под этим видео, мы в обязательном порядке вам расскажем, если вам, конечно, это интересно. Что же нельзя еще выбрасывать в мусор? Друзья, вам стоит обратить внимание, что нельзя выбрасывать в мусор именно кошелек.
Он является символом благополучия, финансовых манипуляций и, конечно же, хранения денег. Если вынести на свалку кошелек, вы можете лишиться всех благ и потерять благосклонность судьбы в финансовой сфере. Поэтому все кошельки, в которых хранились приличные суммы денег, лучше хранить. Идеальный вариант спрятать в недоступном месте, чтобы случайно не выбросить. Самое интересное, что в таких кошельках можно хранить купюры и выполнять некоторые магические ритуалы, чтобы улучшить свое финансовое положение. Также, друзья, что еще нельзя выбрасывать, так это церковные атрибуты. Их тоже никогда не выбрасывайте и не выносите на свалку. Они хранились и передавались по наследству. И сейчас многие жители нашей страны имеют иконы, а также образы, которые передавались по наследству из поколения в поколение. Обычно для них отведен уголок, в котором они и хранятся. Если иконы очень сильно состарились, постарели или требуют реставрации, то их можно отнести в церковь. Все календари, старые ненужные церковные атрибуты для утилизации можно принести именно в церковь. Обычно их сжигают или при необходимости реставрируют. Это касается ценных вещей, в том числе и крестика. А как утилизировать подобные вещи, друзья, напишите нам в комментариях под этим видео, и мы снимем, друзья, для вас отдельное видео. Друзья, вот теперь вы знаете, что нельзя ни в коем случае выбрасывать, выносить на мусор. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Также пишите ваши вопросы и комментарии. Но с вами был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Но также пишите ваши вопросы, если они у вас остались. Ну а мы, друзья, уже услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!